Сегодня будет народный автомобиль, я знаю, у меня на канале это хорошо смотрится. Почему бы нет, да? Даже те машины, которые и так вроде бы все знают, про которые, всегда находятся те, кто про них еще не все знает. И можно что-нибудь про них рассказать. По крайней мере, в поиске вылезать будет мое видео хорошо, если что. В некотором роде это даже, ну вы же ее видите, да, позади меня? Это даже легенда, но не легенда та, на которой школьники столбы собирают, а та легенда, на которой наши папы, братья, там, мужья чьи-то там строили дома, ездили на дачу, делали ремонты с ее помощью, возили семью отдыхать. То есть машина такая, про которую очень мало кто может сказать что-то плохое. Это действительно автомобиль, который люди любят, который люди ценят, который даже до сих пор стоит нормальных денег при продаже, несмотря на то, что уже 20 с лишним лет может быть автомобилю. И это Калдина, Toyota Калдина самого первого поколения, самого первого, того самого, потому что второе, оно все-таки уже не так вот прямо знаковое было. У нас автомобиль дорестайлинговый. Рестайлинг случился в 96 году. Автомобиль производился с начала 90-х, а закончился он почти что в 2000-х. Да даже за 2000-е перевалил, если вспомнить грузопассажирские всякие версии, которые такие совсем простенькие. Знаете, родственной, ну по назначению можно так сказать, родственной машиной является Corolla Universal. Она подешевле, она попроще, она поменьше. Классные семейные такие универсалы многоцелевого назначения. Вообще Калдина в принципе появилась в ответ на субаровский универсал Legacy. То есть когда Subaru сделали Legacy, Toyota быстренько чухнула, что это очень неплохо, на этом можно заработать. И быстренько соорудили свой вариант. Взяли за базу они еще более, можно сказать, известную модель, ну, по крайней мере, у нас здесь на востоке страны, бочку, да, то есть, ну, технически это, можно сказать, бочка, корона-бочка универсал. Действительно, эти машины очень многими вещами взаимозаменяемы, подвеской, практически всей кузовной морды взаимозаменяемы. Вот не уверен насчет передних дверей и лобового стекла, но вроде как тоже. Не ожидайте от этих машин какой-то мощной оснащенности. Это все-таки невысокий класс, даже не бизнес какой-нибудь там. Но, знаете, здесь есть то, что японцы всегда считали must-have. Должно быть. То есть, если машина выпускалась на рынок, она всегда практически была целиком с электростеклоподъемниками. Да, может не быть климат-контроля, но всегда будет кондиционер. Конечно, эти машины еще не застали эпохи, когда начали массово появляться в автомобилях подушки безопасности, но хотя бы водительская в ней уже есть. Это машины именно той эпохи, благодаря которой сейчас у Toyota репутация автопроизводителя, который изготавливает крайне надежные машины, крайне ремонтно-пригодные. Это вот машина из тех времен. Здесь все просто, все недорого. И в то же время, знаете, соблюден баланс. То есть это не совсем деревянная какая-то колотушка, но и в то же время вы не будете там, знаете, кредит брать на то, чтобы ее отремонтировать. Подвеска, все простенько, Макферсон спереди, сзади. Я не говорю, конечно, о грузопассажирских рессорных версиях, но у нас видео и не такая. Моторы тоже все простенько, 4 цилиндра, атмосферная, все такое. Единственное, потом стали появляться уже с таким мотором, как типа у меня в Camry 3SGE, но это потом. И это тоже не особенно массовые такие комплектации, это просто как вот японцы вечно вот какого-то хрена хочется затолкать помощнее моторы в те машины, которые по сути для этого не предназначены. Зачем турбо в морковнике, например? Это бизнес-седан, комфортный бизнес-седан, нахрена ему турбо? Так и здесь они тоже. Зачем форсированный мотор, а потом и турбовый мотор в семейном универсале? Не знаю, вот у японцев вот эта вот тема есть. Практически вон, в любую марку, да, возьми. Все равно большинство людей ездили на самых обыкновенных. Большинство ездило либо на 4А, на 7А, ну и, конечно, на моем любимом моторе в этом кузове Калдины на 3S, обыкновенном 3S FE. Это именно тот движочек, который, я считаю, вот ей прямо подходит со всех сторон. Он именно достаточно мощный, 135 лошадей, он именно достаточно тяговитый, он с низов хорошо так тащит. И в то же время, вот знаете, вот мотор, который, ну вот, не знаю, по-моему, даже заедь в какую-нибудь глухую деревню, и то там его починят, ну, по крайней мере, в нашем регионе-то точно, вообще без разговоров. Конечно, да, есть там с ним нюансы, масложористый он такой и прочее, но, знаете, ребят, когда контрактный мотор, даже
в хорошем состоянии, проверенный. Вот, например, как, например, от одной владивостокской фирмы Автомастер ДВ, которые проверяют свои контрактные моторы перед продажей, он будет стоить, ну, 1045, ну, 1050. Ну, понимаете, это вот, ну, как бы... Автомат на эту машину стоит, вон, не знаю, 1008. В нашем, по крайней мере, регионе эта машина, это реально хороший выбор. Ну, особенно если у вас нету огромного бюджета, либо вам нужна машина под большие пробеги, там, возможно, для работы. Стоит, кстати, помнить, что у Калдины существует леворульный вариант, Карина Е. И она, кстати, была даже для азиатских рынков. Вообще, я думаю, много кто даже и не слышал про такое название Toyota Exor, по-моему, вроде типа так называется. В какой-нибудь в Турции, там в Индии они бывали, в общем. Короче, там. И вот всякая вот эта вот всякая начинка, она по сути взаимозаменяемая. Например, вот знаете, допустим, жидкокристаллическое табло можно поставить на бочках, бывало, на Калдинах нет, ну можно поставить. Но опять же, это все касается до рестайлинга, потому что рестайлинг, он уже вроде визуально почти что такой же, да, ну только вот что бампера там типа в цвет покрашены и прочее. Но технически она скорее уже ближе не к бочке, а уже к премио, к короне премио. Антенка живая, вот ништяк. У нас комплектация TZ. Есть еще CZ и совсем печальная FZ. Но она не печальная, она просто простая. Кому-то, может быть, и такая будет нужна. А что нет, их же тоже покупали, на них тоже ездили. Но вот у нас хорошая комплектация. Знаете, я вам так скажу, даже вот поскольку 95-й год, это скорее такой переходной момент между рестайлингом и дорестайлингом. Сейчас я вам покажу нюансы, которые в связи с этим здесь имеются. Но давайте будем последовательны. Значит, 2 литра, как я уже сказал, 3 SFE, полный привод. Полный привод. Здесь уже полный привод, full time, без всяких кнопок переключения, выключения полного привода. У меня, помню, была Карина с таким полным приводом. Это довольно-таки серьезно для управления, знаете ли. Прям нормально. В наличии обвес для полного привода, кенгурятничек, там вот есть скобочка. Ну, рейлинги, это понятно. Самое главное, пороги. Они, вот эти пороги, это не такие пороги, как у обычных переднеприводных комплектаций. Он не занижает машину, он, по сути, ее защищает. То есть вот там внутри находится металлическая пластина, а сверху декоративный пластик. Более того, он даже крепится своеобразными клипсами. Обычные клипсы для крепежа порогов, ну, обыкновенных, для другой какой-нибудь комплектации не подойдут. Здесь вот отдельные клипсы другого вида. В наше время кенгурятничек, конечно, это повод для гаишников докопаться до вас. Но в большинстве случаев они докопаются до него только в момент постановки машины на учет. Но его можно снять, потом поставить, ездить как человек. Обращаю ваше внимание, противотуманки, это тоже оригинальные противотуманки. Они бывают двух видов. Они бывают большие, ну прям, наверное, вот такие вот, где-то бошевские. А есть тойотовские. Бошевских полным-полно в продаже. Знаете почему? Потому что бошевские сильно загораживают номер. И они типа, ну, сами понимаете, гаишники на них ругаются, а эти не загораживают практически, и нормально. Вот если бы они разрешили ставить нормальные квадратные номера еще бы и наперед, елки-палки, как бы они облегчили жизнь людям. Ну давайте еще, давайте, я не знаю, петицию какую-нибудь создадим, чтобы они уже и спереди тоже разрешили нормальные номера. Про вот этот фетишный момент, я думаю, не стоит напоминать людям, да. Многие у нас местные знают, что именно цельно-оранжевый поворотник это трушно. Это трушно от английского слова true. Истинный, правильный. Ну, это интернет-сленг. Неужели вы не знаете? Ну вы что? Вот у меня бабушка тоже удивляется, не знает, что такое трушный. Но уж вы-то, у меня же подписчики-то все-таки в интернете как-то вращаются, знаете, что трушный это истинный, правильный. Кстати, на рестайлинг такие оранжевые штуки уже не подойдут, потому что там габарит, а здесь только поворотник как раз. Еще вам даже больше скажу. Существуют Моретти фары очкастые, четырехглазые. На Калдину тоже, не только на Легаси.
Они и на Калдину тоже есть. Под соточку будет ценник сейчас, снятый уже давно с производства, поди найди. У нас есть в России коллекционеры, в общем, но более того, еще вам даже скажу, обвесы вот эти вот, обвес Hunter вот эти вот для полноприводных Калдин, есть даже с палаткой, с такой выдвижной палаткой, на ней даже прям написано там Toyota, там Калдина, все дела, прям палаточка такая, типа поездочная. И даже сзади бывает не только что вот эта скобочка, а еще бывает даже калитка с запаской, ну прямо джипик такой. Тюнинга оригинального, причем японского, на них очень много. Елки-палки, да даже если покопаться в исторических данных, да, они существовали даже турбо, ТРДшные турбо, тоже вот, грубо говоря, оригинальные, то есть в Японии их ТРД турбовало, они такие существовали. Ребят, это была знаковая модель, это была знаковая модель. Это у нас она, конечно, имеет статус народный, но фанатов у нее было и в Японии, да и в России, впрочем, достаточно. И да, еще была версия вся в люках с горбатой такой стеклянной крышей. Как-нибудь вам такую тоже покажу. Ребят, запрашиваю в комментах ваше мнение. Вот какие ветровички лучше? У владельца раньше были металлические, а сейчас вот такие вот пластиковые. Да, я понимаю, они практичнее. Вот такой вот заслонкой точно ты от дождя загородишься. Но красивее ли? Ну, нормально ли? Короче, ваше мнение в комментах я жду. Ставим лайк за оригинальные колеса. Вот именно на таких дисках Калдинки шли с завода. Вот именно на таких. Я, кстати, думаю, что, несмотря на то, что это вроде бы такие простенькие диски, найти их было достаточно сложно, я думаю. Вы все, наверное, думаете, что вот эти вот бабушкины накидочки — это аксессуар, более свойственный японкам из 80-х. Я вам скажу, они до сих пор есть. У нас там, ну что это ты такое нацепил, там, лучше меховушку на руль купи. Нет, ребят, вот эта чисто японская фетишная фигня, она до сих пор в ходу в Японии, до сих пор. И мне приятно, что Калдинка у меня не какая-нибудь абы какая, такая, знаете, бог знает, из первого соседнего двора, а именно ухоженная и даже вот с такими тюлевыми. Вот как я уже сказал, как в бочке практически. Кстати, вы знаете, почему бочка? Вы вообще в курсе? Все думают, наверное, потому что там у нее округлая вот задняя часть или еще почему-то. Нет, потому что она огромная. Она просто огромная, очень просторная машина. И Калдинка тоже просторная, очень даже. А еще, я вам так скажу, вот этот дизайн передней панели, естественно, дизайнеру, который это нарисовал, он, конечно, ничем не знаменит, никакой он особой премии не получил, но дизайн торпеды, вот прям пятерка с плюсом, вот однозначно. Ну, конечно, он был свободен в том плане, что ему не нужно было сюда планировать подушку безопасности, да, но вот именно вот это вот дело, вот с этой вот особой полочкой, вот этой там, елки-палки, вот прямо... Вот это машины, от которых фанатеют, понимаете? И в то же время все простенько, все вот под рукой, никаких вот, что это вот мы сделали, не пойми что, и такой сидишь, догадываешься, что эта кнопка вообще означает, для какой цели она нужна. В большинстве случаев вы здесь увидите, конечно же, крутилки, то есть просто кондиционер. Трынь-трынь-трынь. Но у нас комплектация TZ, или мы же говорим правильно по-английски, TZ, Toyota Caldina. Здесь все-таки климат-контроль, да. Кстати, я вам даже приложу картинку, как выглядела здесь вот эта оригинальная магнитолка. Когда она здесь была оригинальная, это выглядело прям россыпь кнопок. Но она серьезно, она так много-много-много кнопок. И еще кнопочки от климат-контроля. И вообще кажется, что все тут в кнопках, прямо все в кнопках. Но опять же, функций, я как вам уже говорил, здесь никаких особых нет. Но, впрочем, и бог с ним. Ведь вы же понимаете, что если бы это бы все в ней было, она бы стоила дороже, она бы, соответственно, не так хорошо продавалась, не так бы хорошо покупалась. Сами понимаете, что во всем всегда нужен баланс. Правильно, баланс. Ребят, смотрите, это, по сути, я за собой. Вот сколько места от коленок до сиденья переднего. Вот. Не знаю, ну сколько. Вот. Офигеть.
Если сравнивать, например, с его основным конкурентом на те года с Subaru Legacy, у них чуть-чуть, у Legacy, у них чуть-чуть подлиннее багажник. Ну, как бы в длину, в глубину. Но у них прям кардинально меньше места вот на задних сиденьях. А здесь, ну, как я уже сказал, база одна, да, то есть, ну, с короной, то здесь вот именно вот много хорошо места, прям вообще нормально, сидишь, годнота. И это не бизнес-класс, это не какой-то там комфорт, не знаю. Это просто народная машина, и в ней очень много места сзади. Смотрите, нюансы заднего сидения, переходного вот этого вот дизайна. Значит, обычно здесь есть центральный подлокотник. Здесь его нет. Вы скажете, ну как это так, это фу, нету подлокотника центрального. Но, ребят, те задние сиденья, у которых есть подлокотник, они складываются только вот сюда. Ну, тем самым, как обычно, увеличивая объем багажника. А вот эти раскладываются еще и назад. То есть можно соорудить кровать. И теперь решайте, пишем в комментариях, что по-вашему лучше. Такой вариант, когда можно разложить именно, чтобы лежать, или такой вариант, ну, кстати, эти тоже вот так сложить можно, как бы, да. Или такой вариант, когда есть зато под... Ой, вообще хорошо. Морковник, смотри, как мы тут делаем. Ну, у него, кстати, наверное, с места она пятак не даст, наверное, мощности не хватит. Ну-ка попробуем. Просто чик. Ну нет, тащит помаленьку. У нас здесь еще накатали, видишь, уже снежок. Но полный привод есть полный привод, что сказать. Так, ребят, баловство заканчиваем. Все-таки мы не на морковке. Хотя да, полный привод здесь постоянный, как я уже сказал. Здесь нет кнопочки выключения этого полного привода, как бывает на, ну, на других, так скажем, не на переходных. Вот. Тресов есть здесь тоже, можно сказать, дорестайлинговый, потому что в последней его вариации он имеет уже катушечное зажигание. В том месте, где стоит трамблер, там такие катушечки, а в том месте, ну, а где конкретно втыкался трамблер, там стоит такая пластиковая заглушечка, которая постоянно протекает. Здесь трамблер. Ну, опять же, вот я сам езжу на трамблерном 3SGE, мне это никаким боком не мешает жить. Трамблер, да и бог с ним на здоровье. Вот. Полный привод, конечно, я считаю, что должен быть именно с, ну, более-менее мощным мотором. И неудивительно, что нам японцы не дали полный привод на каком-нибудь 4А. Это естественно, ничего удивительного в этом нет. За что его обычно любят? Во-первых, за ремонтопригодность, а во-вторых, за то, что он все-таки хорошо едет именно с низов. Серьезно, я вам серьезно скажу, на автомате 3S GE и 3S FE километров до 60 будет, может быть, даже и FE ехать лучше, потому что ему не надо себя раскручивать до высоких оборотов, чтобы он начал хоть как-то передвигаться. Так что нормально. Не сказать, что он очень экономичный, мотор все-таки уже достаточно архаичный, уже много лет прошло с момента его разработки. Все-таки как-никак в середине 80-х двигатель был придуман. Так что не нужно от него хотеть лишнего. Но, опять же, все за расход, как всегда, отвечает в первую очередь стиль езды. С точки зрения ремонта, допустим, подвески, у Калдинки есть один самый главный нюанс. Это то, что не нужно думать, что если Калдина полноприводная и переднеприводная, это и то Калдина, это значит, что там все взаимозаменяемо. Вообще нет. Настолько нет, что прям вообще нет. Привода другие, вплоть до того, что, знаете ли, стойки другие, крепления стоек, чашки другие. Даже у полного привода у него сзади дисковые тормоза,
а у переднего привода сзади барабанные тормоза. Но вот, кстати, здесь могу сказать, что конкретно диски и суппорта можно даже не приколхозить, они там практически болтом встают, можно поставить и на передний привод, да. Только, кстати, с тросом ручника нужно будет порешать, потому что здесь он опять же другой. Ручник, кстати, реализован в Тойотах этих годов в виде маленького псевдобарабана внутри тормозного диска. То есть тормозной диск, а вот в центре, вот в его вот, это как будто бы маленький барабанчик. Вот, там маленькие такие колодки, которые отвечают чисто за ручник. Хотя мне, конечно, ниссановская система тех годов нравится больше, когда ручник реализован в виде, ну то есть на самом суппорте еще такой крючок, за который тянет тросик и зажимает тот же самый суппорт. Автомат айсиновский, живучая эта штука. Я на айсиновском автомате, у меня Карина была полноприводная, тоже на DSFE, тоже с фултаймом. Я на ней буксировал, помню, Делику. Ей было похрен. Не ей, а в смысле Карине было похрен. Ничего с автоматом не сделалось, он не перегрелся там, ничего вообще, ему пофиг было. Агрегаты тех годов, они расслабили наших людей. У нас люди привыкли, что японцы делают настолько надежные вещи, да, что можно вообще никак не париться, и все равно оно будет жить. Но на самом деле это все, конечно, не так. Ломается все, ухаживать все равно за любой машиной нужно. Но, по крайней мере, вот в те года делали вот на таком уровне. Поэтому они, может быть, до сих пор и живы. Будут ли живы нынешние тойотовские модели через 20 лет? Будут ли живы? Вот поживем, увидим. Мне вот уже часто пишут, типа, Ян, почему ты все время как бы говоришь в негативном ключе про систему D4? Ну, ребята, я понимаю, что в техническом плане, да, это хорошо, но не для России. В Японии пусть они себе катаются на D4 и радуются, а нам бы вот что попроще, что подешевле. Ну, вы поймите, у меня же аудитория не мажорская, вы же должны понимать, что идеальная машина та, которая не ломается, а если и ломается, то задешево чинится. Ну, вы же понимаете. Ну, в общем, ребят, в качестве завершения могу вам так сказать, ставим лайк за народную тачку у Яна на канале. Подписываемся, естественно, делаем репосты, сообщаем всем людям, что у Яна на канале можно посмотреть про те машины, которые рекомендуется покупать. И я вам так скажу, вы не думайте, что типа это все касается только правого руля. По городу в большинстве случаев никакой разницы не будет. Я уже миллион раз читал такие, ой, а как же обгонять, как же обгонять. Вот, блин, почему у тысяч человек, которые живут за Уралом, нету этой проблемы, а вы почему-то думаете, что в этом проблема есть? Всем пока. Купите Карину Е, если вы такие леворульщики. То же самое, только с левым рулем, с бардачка.